У тебя случались такие ситуации в жизни, когда ты вот, ну, прям откровенно вот манипулировала слезами и не парилась? То ее слезы будут его очень раздражать, и вместо того, чтобы получить желаемое, он просто хлопнет дверью и уйдет. Поэтому сегодня у нас с тобой тема, я бы назвал ее «Как видеть веревки из мужчины», но ты назвала Женские слезы. «Женские слезы». Слушай, у тебя много так женских слез? Как это? Как раз я сегодня вечером напевала же, если бы слезы твои были водой. Тяжело разобраться, где слезы это средство манипуляции, а где, ну, просто вот выход такой эмоциональный. И вот, ну, вот о чем мы сегодня с тобой поговорим. Хорошо, я могу тебе первый вопрос задать? Конечно. Вот понятно, что в принципе у нас есть интуиция, ну, у мужчин в плане, да, и мы, ну, часто понимаем, что слезы это манипуляция на самом деле. Но мы делаем вид, что, ну, как бы, я даже не знаю, как объяснить, но все равно ты готов пойти на все иногда, чтобы слез не было, хотя ты понимаешь, что они на ровном месте. У тебя случались такие ситуации в жизни, когда ты вот, ну, прям откровенно вот манипулировала слезами и не парилась? Ну нет, как-то у меня так сложилось, что характер, с которым женщине сложнее, это потом я менялась и старалась все-таки выключать этот режим сама-сама, но вот я упрямая, и даже хоть насколько бы мне не было обидно, еще что-то, для меня расплакаться при ком-то, и вообще, когда человек любой видит мои слезы, для меня это как проиграть, это провал, и поэтому я готова, ну, стараюсь максимально сдерживать свои эмоции и слезы не показывать. Сейчас немножечко проще, но я никогда не манипулировала слезами. Другим, да. Фраза избитая такая, старый баян, типа «ведь веревки из мужчины», да? То есть, как ты думаешь, вообще это хорошая штука? Ну, вообще, в целом, насколько она разумна и насколько она эффективна? Ты пробовала? На 200% эффективно. Я наблюдала просто больше, как это делают другие девушки, очень умело, и круто это делают, прям виртуозно. Хочется прям аплодировать. Это круто, классно, и реально слезами можно добиться практически всего, начиная от расплакаться на зачете, когда тебе ставят плохую оценку преподаватель, и чаще всего все-таки они либо так уже мягко предлагают прийти на пересдачу, либо стараются там уже задают самые простые вопросы, чтобы набросить баллы, и все-таки это довольно хорошее средство надавить на эмоции. Так это говорит о чем? Что если мужчина заплачет, так ему, так женщина даже посмеется с него, а если женщина заплачет, мужчина должен доску расшибиться, чтобы для нее что сделать. Как-то нечестно, у женщин такой инструмент крутой есть. А, Ну, да, если мужчина заплачет, вот я представляю, ты, не знаю, сидят, играются в игру, и с него посмеются все, и друзья, и все скажут «плакса, бакса». На самом деле, когда женщина плачет, ну жалко. Ну прям жалко, ты готов, кажется, реально все сделать. Скажи мне вот уже по-женски, да, ну, как часто этот плач настоящий, или когда, даже вот пример ты привела, что насчет экзаменов, да, ну девушка и правда расстроилась, расплакалась, или не так? Ну, она, конечно, боится, как и сказать, испортить свою репутацию, понимать, что я там приеду домой с сессии, мамка всыплет, скажет, плохо училась, чем занималась. Наверное, ну, страшно, и понятное дело, что все равно это нету, даже у девушки это не происходит так, что так, сейчас надо заплакать. Есть, ну, вот в крайне редких случаях. Чаще это непроизвольно, но на подсознательном ты все равно понимаешь, что вот, где-то, что это средство надавить на эмоции. Какая-нибудь там Катя, Петя, и Катя говорит Пете, что ну, я хочу там все в отпуск.
Он говорит, ну нет, у меня сейчас много работы, много проектов. И она там начинает плакать, ну, Оля полетела в отпуск, ну это я одна, это все, как я вообще среди своих подружек, как вообще как лохушка, лошпетка последняя, и все. И она вот начнет, и он такой, ну блин, ну... И, наверное, уже будет как-то корректировать свои планы, чтобы все-таки... Хотя две реакции. И есть вторая реакция со стороны мужчин, это раздражение. Очень многих женские слезы ужасно раздражают. И если, например, встретились девушка, у которой модель, вот в ее семье, ее мама все получала через слезы с отцом, и она эту же модель реализовывает, а ее муж совсем из другой модели, там, где как раз-то слезы не принято показывать, то ее слезы будут его очень раздражать, и вместо того, чтобы получить желаемое, он просто хлопнет дверью и уйдет, потому что его раздражают слезы. Ну, то есть на самом деле получается, еще нужно уметь плакать вовремя нужному человеку и так далее. С большинством слезы работают, но просто понимаете, желательно как можно быстрее понять, к какому типу относится твой мужчина. Большинство, конечно, да, они такие, что ну как эта девочка плачет, ну это, как сказать, такой небольшая отсылка к видео нашему, по-моему, предыдущему, где мы говорили, как раз тоже было упомянуто про будь хоть ты хоть сотни раз прав, какой в этом толк, если твоя женщина плачет. И вот еще как бывает, что когда она не хватает аргументов в споре, хороший, вот классный момент заплакать. Рыдай и все. Да, Да. он уже признает, уже белый флаг, все хорошо, ладно, ты права, лишь бы только ты не плакала. Ну, хорошо, а к какому типу мужчин я отношусь? Мне можно поплакаться или Да, нельзя? Да. еще как! Я это понимаю, но я не хочу этого делать. Хотя я уверена, что если бы я захотела какую-то вещь, например, и заплакала бы, то ты, конечно, бы мне ее купил. Это если бы даже не заплакала, ведь купил. Ну да, а если бы заплакала. Ну, ты очень правильный в этом плане. Ну, спасибо, мне, конечно, очень приятно. Мне приятно вообще, что ты понимаешь мое намерение, знаешь, что ты для меня значишь, даже без всяких слез, без дополнительных манипуляций. Ну, хотя дополнительных, может быть, нет, может даже не лишнее слово, потому что, наверное, внутри у нас все равно живет какой-то манипулятор, когда мы хотим, ну, чего-то добиваемся и так далее. Мне кажется, что это естественно, когда даже на подсознательном уровне мы, ну, добиваемся чего-то, чего хотим от другого. Ну, чаще всего это подсознательно, и это уже такой высокий уже уровень сознания, наверное, когда ты понимаешь в моменте приемы и прям вот где-то последняя капля добить, да, и использовать разные там чувства вины, слезы и еще какие-нибудь прочие чувства неполноценности, всякие там фишки. Но я лично называю это такими грязными приемами, это не чистая игра. Ну, когда тебе очень сложно, и я не вижу, когда дети не видят, ты плачешь? Ну нет, ну... Я, если, может, в какой-нибудь фильм грустный. А в моменте каком-то... Ну, вообще, у женщин же вообще там куча этих ПМС, там и все. Бывает, что прям момент, ну, прям, ну, так хочется поплакать, прям охота, но не получается. Это, наверное, в моменте как-то. Хотя я заметила, что это, наверное, с годами. Мне кажется, все люди становятся то ли сентиментальнее, то ли чувствительнее. Что сейчас... Раньше я вообще даже фильмы смотрела, никогда не плакала. А сейчас уже гораздо как-то
Ой, я не знаю, даже стихи могу читать, и когда мне прям что-то нравится, аж как-то, ну, за эмоции берет и прям так. Знаешь, мы вчера с тобой фильм смотрели. Я сам чуть не расплакался по итогу до 4 серии. Это фильм «Код на миллиард», да? «Код на Да, миллиард», всего лишь 4 серии, о том, как одна компания TerraVision придумали то, что мы сейчас знаем Google картами условно, да? Вот, Google где там глобус Земля, и мы можем вращать ее, приземляться в любой город, рассмотреть его и так далее. Ты что-то не досмотрела, уснула. если бы я не спала, то мог бы из меня веревки вить такой. Настя, ты меня довела. А так я спала, и ничего не получилось.